Тема лекции «Возрастные особенности развития личности». Я изложу 3 теории. Первые 2 теории – это комплекс неполноценности и порядок рождения. Автор этих 2 теорий – Альфред Адлер. Третья теория – это 8 этапов жизни и 8 кризисов. Автор теории Эрик Эриксон. Итак, первая теория – комплекс неполноценности. Комплекс неполноценности – это глубокое всепроникающее чувство собственной неполноценности по сравнению с другими людьми. У ребенка в детстве возникают следующие 3 проблемы. Первое. Телесные недостатки. Например, неполноценность какого-либо органа или маленький рост. Многие великие люди были маленького роста, например, Наполеон, и так далее. Второе. Чрезмерная опека со стороны родителей, которая приводит к тому, что ребенок не умеет самостоятельно решать свои проблемы. Третья проблема. Отвержение со стороны родителей, которое снижает уверенность ребенка в своих силах. То есть нелюбимый ребенок. Так вот, чтобы компенсировать телесные недостатки, ребенок начинает усиленно заниматься спортом или усиленно тренировать этот орган. Например, Демосфен, заикавшийся с детства путем усиленных тренировок, стал одним из великих ораторов. Вильма Рудольф, страдавшая в детстве физическим недугом, стала 3-кратной олимпийской чемпионкой в легкой атлетике. Теодор Рузвельт, слабый и болезненный в детстве, стал президентом США. Складывается впечатление, что все великие люди имели в детстве подобные проблемы. Если ребенок не сумел решить эти проблемы, то это может привести к неврозу в зрелые годы, к комплексу неполноценности. Невроз проявляется в чувстве тревоги, страха и мыслях о смерти, как будто такой человек живет в стане врагов. Невроз может привести человека в сумасшедший дом или даже к самоубийству. Нужно научить такого неврастенника общаться, интересоваться и сотрудничать с другими людьми. Иногда комплекс неполноценности проявляется внешне в комплексе превосходства, в хвастовстве и высокомерии. В последние годы жизни Адлер считал стремление к превосходству, стремление к власти фундаментальным законом человеческой жизни. Вторая теория – порядок рождения. Я сказал, автор Альфред Адлер. По мнению Адлера, порядок рождения влияет на стиль жизни. Например, старший ребенок – это король, лишенный трона. Его очень любили после рождения, но разлюбили после рождения второго ребенка. Он пытается вернуть родительскую любовь, требует внимания, но родители отвечают на эти безуспешные попытки наказанием. В результате старший ребенок приучает себя выживать в одиночку, не нуждаясь в чьей-либо помощи, любви или одобрении. Старший ребенок является консерватором и хранит семейные традиции, стремится к власти и предрасположен к лидерству. Второй пример. Единственный ребенок – это эгоист. Он находится в центре внимания, у него возникают проблемы во взаимоотношениях со сверстниками из-за его избалованности и изнеженности. Третий пример. Второй ребенок средний. Он быстро развивается и стремится догнать старшего, доказать, что он лучше старшего.
Он вырастает честолюбивым и может даже поставить для себя непомерно высокие цели, что может привести к жизненной неудаче. Интересно отметить, что сам Адлер был средним ребенком в семье. Последний ребенок в семье, самый младший, избалован любовью и вниманием родителей. Он донашивает чужие вещи, иногда он является будущим революционером. Ну, это такой Иванушка-дурачок. То есть первый сын, есть второй сын, а есть третий Иванушка-дурачок. Понятно. Следует учитывать, что не у каждого ребенка стиль жизни полностью совпадает с общим описанием Адлера. Третья теория. 8 этапов в жизни и 8 кризисов. Автор Эрик Эриксон. Если человек не решил проблемы какого-либо этапа в жизни, то он получает отрицательные черты характера на всю оставшуюся жизнь. Итак, младенчество – это доверие или недоверие. Возраст ребенка от рождения до 1 года. В зависимости от качества материнской заботы ребенок вырастает доверчивым или недоверчивым. Согласно Эриксону, чувство недоверия проявляется в чувстве страха, подозрительности и опасений за свое благополучие. Иногда впоследствии такого неблагополучного развития является острая депрессия у младенцев и паранойя, другими словами, бред преследования у взрослых. Бред преследования, если мать плохо заботилась о ребенке в возрасте до 1 года. Положительное значение решения проблем этого периода состоит в том, что доверие порождает надежду на лучшее будущее, веру в Бога и в достижение науки. Второй кризис. Раннее детство. Автономия или стыд и сомнения. Возраст ребенка от 1 до 3 лет. Родители обучают ребенка туалетному поведению, то есть ходить на горшок. На втором этапе родители не только заботятся о ребенке, как на первом этапе, но и начинают контролировать поведение ребенка, поощрять и наказывать ребенка. Неудачи на втором этапе, чрезмерный контроль и одновременная потеря самоконтроля может послужить толчком для постоянной склонности к сомнению и стыду, то есть не научился ходить на горшок. Вместо того, чтобы быть уверенным в себе и ладить с окружающим, такие дети думают, что другие пристально их рассматривают, относятся с подозрением и неодобрением, или же они считают себя совершенно несчастными. У них слабая сила воли, они пасуют перед теми, кто над ними главенствует и их эксплуатирует. В результате формируется неуверенность в себе, приниженность и слабоволие. Чтобы избежать этого родители должны быть всегда справедливыми и уважать права детей. Третий кризис. Возраст игры, инициативность или вина. Возраст ребенка 4-5 лет. Ребенок проявляет активность и даже своеволие. Чувство вины возникает у детей, чьи родители ограничивают право детей на творчество и любознательность, чрезмерно наказывают. В результате неправильного воспитания ребенок оказывается скованным чувством вины, боится постоять за себя и является ведомым в группе сверстников. Впоследствии из этих детей вырастают пассивные взрослые, то есть он не умел играть в возрасте 4-5 лет. Школьный возраст, трудолюбие или неполноценность. Возраст ребенка 6-12 лет. Детей учат грамоте. Опасность состоит в том, что дети могут засомневаться в своих умственных способностях и в пользе образования по причине их пола, нации, расы, религии или бедности родителей. Это может отбить у них охоту учиться дальше. В этом случае человек рискует стать представителем простой, неквалифицированной рабочей силы.
потому что не умел учиться. Следующий возраст. Юность, правильный выбор профессии или неспособность найти свое место в жизни. Возраст человека 12-20 лет. Человек выбирает будущую профессию или социальную роль, место учебы, после школы или работы. Подросток должен собрать все сведения о себе, о своих способностях, потребностях и сделать осознанный выбор профессии. Если выбор в значительной степени обусловлен сильным влиянием тех социальных групп, куда входит подросток и в котором он хочет принадлежать в будущем, например, рок-музыкантам, суператлетам, революционным лидерам, бритоголовым или преступникам. Если подросток не сумел правильно угадать свое призвание, выбрать профессию, то он начинает чувствовать пронзительное чувство своей бесполезности. Он теряет смысл жизни. Вопреки настойчивым советам родителей о выборе профессии, подросток может выбрать различные виды отклоняющегося поведения: алкоголизм, наркомания, самоубийство или преступное поведение. Подросток может отсрочить свой выбор профессии с помощью проб и ошибок в системе высшего образования. Некоторые молодые люди бродяжничают, обращаются к различным религиозным течениям, пробуют альтернативные формы брака и семьи до того, как найдут свое место в обществе. Если подросток не сумел правильно выбрать профессию в этом возрасте, то он всю жизнь будет менять профессии. Не решил проблему с выбором профессии, поэтому будет менять. Следующий возраст, кризис. Молодость, вступление в брак или одиночество. Возраст человека от 20 до 25 лет. В этот период происходит процесс ухаживания, вступления в брак и начало семейной жизни. Нормальный выход из кризиса этого периода – это возникновение любви как способности верить в свою судьбу в руки другого человека. По статистике разводов, юношеские браки в возрасте от 16 до 19 лет не являются продолжительными, в отличие от браков среди тех, кому за 20. Если человек не вступил в брак до 30 лет, то он будет вступать только во временные связи и не вступит в постоянный брак никогда. То есть нужно жениться до 30 лет. Следующий кризис. Средний возраст. Творческая активность или застой. Возраст человека 26-64 года. В зависимости от размера честолюбия человек стремится сделать карьеру или прозябать. Человек заботится о своих детях, о будущем благополучии человечества или только о себе. Кризис среднего возраста проявляется в чувстве безнадежности и в потере смысла жизни. Ну и последний кризис – старость, умиротворение или отчаяние. Возраст человека от 65 лет до смерти. Человек подводит итоги своей жизни, оглядывается назад и пересматривает свои жизненные решения, вспоминает о своих достижениях и неудачах. Ему приходится приспосабливаться к ухудшению здоровья, одиночеству, смерти близких, бедности. Фокус внимания человека сдвигается от забот о будущем к прошлому опыту. Чувство умиротворения возникает тогда, когда жизнь прожита правильно. То есть, скажем, 2 детей, 4 внуков, дом построен, всю жизнь проработал на хорошей работе, хорошо зарабатывал, полный гараж техники. Жизнь прекрасна, все правильно прожил. Книгу написал. Значит, умиротворение. Всем доволен.
Неотвратимость смерти больше не страшит, поскольку такой человек видит свое бессмертие в своих внуках. Я бессмертен, потому что у меня 4 внука. В творческих достижениях, то есть я учебник написал и прожил правильно, сделал то, что в жизни хотел больше всего. Чувство отчаяния возникает из-за того, что в старости уже ничего нельзя исправить. Да, старость – это то, что уже нельзя исправить. Поэтому старики стараются приукрасить свои воспоминания, что иногда проявляется в старческом слабоумии. Общераспространенным у таких стариков является страх оказаться в доме для престарелых.